Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 17 по 23 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого. Но я так надеюсь, что ваша интуиция и подсказки карт, какой-то пазл вам помогут сложить. И мы выполним этот таро расклад на двух колодах. И первая у нас будет колода, это золоченое таро с иллюстрациями Чиро Маркетти. И вторая колода, это у нас Ленорман карты, но это не оракул. Но вот я решила попробовать, потому что для меня лично они, знаете, как всегда показывают то, на что я не обращаю внимания, как будто скрыто. Вот какую-то очень важную составляющую разных вопросов они нам могут подсказать. Поэтому лишнего не будет подсказка. Мы с вами посмотрим. Но вначале сделаем традиционный прогноз. Как карты Таро видят историю для львов на неделю. Что они нам хотят рассказать. И первая карта у нас так и будет называться. Что важно знать? Что важно знать? Чего не избежать? Или, может быть, неожиданности? Чему сейчас не время? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Что для львов по финансам? И что в личной жизни? Что важно знать? Рыцарь Пентаклей. И для кого-то это может быть как вопросы, связанные с детьми, или получение каких-то новостей, какие-то события. Но чаще это наша самореализация, которая идет в гору буквально. Или тот марафонский забег, который мы себе планируем на длительное время. Это как самореализация, но не та, которая, знаете, с быстрым каким-то скорым эффектом, с какой-то удачей, но такое вот кратковременно ненадежное. Здесь все обратное, то, что очень надежное, когда деньги у нас будут увеличиваться, и какое-то наше дело, которым мы занимаемся, мы придаем большое значение. Это в плане самовыражения, самодостаточности, ну и, понятно, финансового достатка это тоже подразумевается. Давайте мы посмотрим, чего не избежать. Девятка жезлов. Ну, наверное, не избежать какой-то самообороны. По этой карте мы не включаемся в какие-либо вопросы, но где-то больше концентрируемся сами на себе. Нас не должны втянуть какие-то дела, которые лучше нам туда не ходить, будем говорить так, или ими не заниматься. Не включаться в какую-то полемику, видимо, вот этого нас будут, может быть, втягивать, но вам, как знаете, инстинкт или интуиция, назовите как угодно, вот не игнорируйте подсказки собственного шестого чувства, если приходит такое, да, как мысль, лучше я этим заниматься не буду. Вот, скорее всего, где-то в этом направлении будет истина. По девятке жезлов, мы, знаете, это карта великой мощи, например, в герметической колоде Таро. То есть мы ресурсные, мы достаточно хорошо, и физическая форма наша, и эмоциональный потенциал, но мы как будто эти свои силы не тратим на все подряд. Мы их сохраняем, потому что впереди перемены, вот об этом говорит карта. И очень важно подмечать все, что происходит вокруг вас, мои дорогие львы. Буквально, что сказали люди. Но не для того, чтобы парировать или отвечать, или включаться в какой-то вопрос, а для того, чтобы делать выводы. Подмечать, может быть, как обстоятельства вокруг вас развиваются. И тоже, кто что сказал, а кто что сделал. Но самим как будто, если нет конкретного предложения или даже бывает такое значение, нет какой-то конкретной для нас или угрозы нашей карьере, например, тут ведь разная может быть ситуация, то мы тогда в этот вопрос просто не включаемся. И надо сказать, правда, предстоящая неделя, она будет богата на планетарные события. И для вас, мои дорогие львы, 22 числа как раз Солнце войдет в ваш знак. И
все бы ничего, но туда присоединится еще черная луна или Лилит. Это то зазеркалье, которое пробуждает в нас то, что было скрыто. Это какие-то тайные силы, словно нас могут, знаете, спровоцировать как на необдуманные поступки или на какие-то решительные в плане импульсивные действия. Вот кому интересно поподробнее, вы можете перейти. У меня на канале есть видео для всех знаков зодиака. Называется «События до конца июля». И там я как раз освещаю планетарные события, которые подходят именно до конца июля. И после этого Таро расклад. И там я поподробнее просто говорю, что происходит сейчас с планетами и как это на нас влияет. И тут действительно о самосохранении есть смысл подумать, чтобы где-то не поддаться этому импульсу и себе не навредить, например, или не поторопиться в решении какого-то вопроса. Если мы сталкиваемся с людьми, у которых сложный характер, то тоже надо где-то, ну, отступить полшага назад. Но какая-то ненужная полемика для нас, она совершенно не нужна. И с другой стороны, если приходит информация, почему нужно анализировать? Потому что вот этот период, он еще может быть связан, знаете, как приходит очень много ложной информации или то, что нам хотят преподнести как какую-то правду, истину, а истина как раз она будет совершенно иная. Поэтому перед тем, как что-то осуществлять, соглашаться, нужно очень хорошо оценить обстановку, не рисковать ни своей репутацией, ни своим добрым именем, ни своими финансами. Вот так в ритме, наверное, рыцаря Пентаклей, а он едет медленно. Это такой один из самых медленных рыцарей, но он все привык делать основательно. Он не рассчитывает на быстрый какой-то успех. И где-то и мы в этих энергиях для нас, как будто это важно знать. Чему сейчас не время? Ну, может быть, на этой неделе замуж мы не пойдем, как вариант, нам говорят, да. А вот, кстати, правда, сказала как шутку, а ведь у нас 23 числа Венера ретроградная, поэтому вот если оформлять именно отношения, то с момента, когда уже ретро-движение у Венеры, это, знаете, всегда что-то может быть, ну, так не совсем надежным. Или как будто мы вернемся к какому-то прежнему состоянию. Поэтому вердиктов мы не выносим, это точно. И карта Верховный Жрец– это как иерофант. Не тратим деньги, кстати, потому что тут тоже какая-то, ну, составляющая материальная. Иерофант у нас нищий не бывает. Поэтому, ну, наверное, не время. Не время, может быть, доверять тем новостям, которые, ну, буквально нам даже, может быть, скажет какое-то официальное лицо. И вполне вероятно, что человек сам не знает, а потом или ситуация резко поменяется, и все перекрутится. То есть не будет какой-то пока, может быть, стабильности. И нам ведь говорят, девятка жезлов, впереди перемены, поэтому себя, свои силы ты и сохраняй. Но нет конкретного, как бы, что бы нам могло помешать, понимаете? Но осторожность определенно потребуется. В хорошем смысле нам проигрывается, безусловно, Верховный Жрец. Это как совет делать все по закону, неспешно. И он, кстати, тоже где-то не торопится. Поэтому какая-то импульсивность, все же мы ее исключаем. Что нам помогает? Печальный опыт какой-то нам помогает, когда было ранено сердце. Мы не захотим повторения подобной ситуации. И надо сказать, все эмоции, когда мы исключаем, нам это помогает. Когда мы видим просто какую-то ситуацию. И значит, по-разному могут быть или складываться какие-то обстоятельства. Должна еще добавить, что по черной луне у нас могут возвращаться бывшие какие-то, или вопросы у нас в этот планетарный период, как раз в эту неделю это все начинается. Может быть, знаете, как возврат каких-то людей из прошлого, когда мы, допустим, не решили тот или иной вопрос. Или мы думали, что мы уже закончили какое-то дело, а здесь оно может заново как будто начаться. Но наше невключение эмоциями будет для нас осуществлять какую-то сильную позицию, когда мы увидим очень так хладнокровно, отстраненно какую-то ситуацию и сможем принять какое-то важное решение. Или, может быть, это люди приходят к нам
с какими-то делами или вопросами, а мы смотрим на них и думаем, что ну какое-то дежавю, вот вроде бы как я уже в подобной ситуации была, или ну подобная какая-то картинка у меня уже случалась, вот такое может быть. Опять же, нам помогает именно опыт, но где-то не найти еще раз грабли, мои дорогие львы и львицы. Поэтому нам помогает, если мы никуда не спешим, вот это тоже будет важно. Дела, работа, бизнес. А здесь про любовь. Но это не только про любовь. Если вот мы говорим как раз про кармические лунные узлы, то вообще их два, северный и южный. И прогрессивный как бы считается как раз северный. Это он у нас в знаке Овен. А проигрывающая сила или то, чего нам всем будет не хватать, это как раз по весам, это гармония, это диалоговые какие-то формы общения, а не монолог, это дипломатия, и нам будет всем не хватать. Так вот, карта нам говорит о том, что вы решите все вопросы, умея договариваться как раз. Вот может быть вокруг вас будет твориться непонятно что. Или люди, вы столкнетесь с ними. И в этот период, ведь сложный, планетарный, у некоторых людей просто, знаете, не все обладают способностью выдерживать нервное напряжение. Или на кого-то, правда, планетарные такие события влияют, что ну, в разнос идет человек, не умеет управлять своими эмоциями. Да вот тот, кто держит дипломатию, он как раз и будет в выигрышной позиции. Нам здесь про любовь. Может быть, как раз с учетом Верховный Жрец. У кого-то будет предложение руки и сердца. Почему нет? Вполне такое может быть. Просто тогда, наверное, ну, подождите, пока ретро-движение Венеры закончит, тогда вы уже и де юре оформите свои отношения. Но тут вы можете обговаривать, например, наперед, где мы будем жить или чем мы будем заниматься, какие-то планы тут строить, или по документам что-то конкретно там уже планировать. Но есть какие-то дела, может быть, в вашей паре в целом. Или, повторюсь, второе значение– это когда дипломатия нам помогает. Вообще много вопросов мы по делам, по работе, по бизнесу можем решить благодаря тому, что мы настроены на какой-то контакт с людьми. Не все будут, видимо, настроены. И вот выигрывает как раз тот, кто умеет держать себя где-то в руках и умеет договариваться. В деньгах тройка жезлов. Тройка жезлов прекрасная карта, 5 минут до старта. Это какие-то новые уже планы, перспективы. Я не могу сказать, что вы деньги получаете на этой неделе. Хотя по рыцарю Пентаклей нам даже кто-то может прийти на помощь и как будто деньгами, может быть, нас выручить или совершенно помочь даже безвозмездно, как будто могут нам помочь советами, но конкретных пока денег нам не показали, а по тройке жезлов это скорее какие-то новые способы заработка или новые, может быть, грани сотрудничества с кем-то, но тоже тогда это с элементом денег, потому что, может быть, для кого-то даже проиграется так, как, знаете, вторая работа, или это какая-то новая работа, которая удаленная работа, или работа, связанная через интернет, может быть, или работа, связанная с командировками, у кого-то так. Может быть, есть либо одно место, и вы будете пробовать себя в новом деле, или вам предложили что-то совершенно другое, и вы будете раздумывать, соглашаться ли мне на это или нет, уходить мне полностью в какую-то другую деятельность или нет. Но, безусловно, есть какой-то для вас материальный интерес, который вы хотите осуществить. И, в принципе, может быть, для этого нужно будет совершить даже поездку. Но как будто лев точно знает, что он хочет. И, скорее всего, по этой карте есть перспективы в том деле, которым вы собираетесь заниматься. Как будто деньги на последующий период. Как раз эта деятельность вам принесет. Личная жизнь. Королева Пентакли. Ну, правда, у кого-то про брак могут быть серьезные разговоры. Показана та девушка-женщина, королева, для которой важно все. Безусловно, и деньги, и отношения, и любовь, и благополучие, и благосостояние, и комфорт, и то, что ее окружает, и ее здоровье, и ее имидж. Нет ничего, чтобы было незначительным, потому что королева Пентаклей создала себя сама. Это во всех картах так идет. Это, конечно, может для вас проиграться как
Может быть, человек есть, который родился под знаком зодиака стихии Земле, Телец, Дева, Козерог. И есть какие-то контакты. Может быть, это ваш близкий человек. И такое может быть. Или имеет асцендент, например, в одном из земных знаков. Но мы ведь все-таки говорим про энергетику. И здесь, знаете, стабильность, порядок, в чем-то покой, в чем-то какая-то, знаете, система. Потому что по королеве Пентаклей нет каких-то неожиданностей. И часто это люди, которым мы можем доверять. И я так думаю, что кардинальных перемен у вас, мои дорогие, ну, наверное, вряд ли предвидится. Я имею в виду, знаете, такую синкопу в минус или в плюс. Тут наоборот, какая-то адаптация, стабилизация, укрепление, совершенствование, улучшение. Все то, что проходит по королеве Пентаклей. Это ваши отношения в паре, когда вы друг друга, может быть, будете лучше понимать, что-то планировать наперед, может быть, друг друга поддерживать, какие-то ну, эмоциональные, такие душевные, теплые чувства друг другу выказывать, интересоваться, может быть, делами друг друга. Это все в целом объединяет. Но и сама нам карта стабильности говорит, что в личной жизни в принципе стабильный период. И в некоторых картах королева Пентаклей как раз и олицетворяет мать, жену, хранительницу домашнего очага, вот ту женщину, которая в доме и та, которая следит как и за порядком, так и за всеми домочадцами. Почему я сказала, что точно, наверное, замуж у кого-то может проигрываться так, правда? Или где-то, если вы встречаетесь какое-то время, то, скорее всего, мои дорогие львицы, ваши отношения, или, может быть, и львы, может быть, у вас есть на примете такая девушка, кому вы хотите сделать это предложение, и явно вас может настолько это чувство как захватить, так и, может быть, умение человека как-то жить вот так вот очень правильно, и вам захочется, вы уже как будто представляете себя парой, и тогда вы будете переводить ваши отношения на какой-то новый уровень, и серьезные разговоры вполне себе возможны. Но я бы сказала вот, что, ну, наверное, не точно не на этой неделе, и желательно, пока Венера не выйдет из ретро-движения, то юридически не оформлять, подождать. Как и обещала, давайте мы на картах Ленорман узнаем, вот что для львов и львиц, может быть, нужно учесть или на что обратить внимание. Какой нам совет дадут карты? Что для вас будет именно в центре ваших интересов? Прекрасно, карта Клевер выпадает. Одна из лучших во всех колодах Ленорман, карта Клевер одна из лучших карт. И здесь как взаимопонимание. Вот все то, что я, в общем-то, недавно говорила. Как, знаете, счастье, надежда. Может проходить какое-то ожидание, вполне вероятно. Ну вот это как раз ждем, пока закончится ретро-Венера, почему нет. Но уже карта обещает, как и благополучие, как и стабильность какую-то. Если есть какие-то проблемы сегодняшнего дня, они как будто вот-вот и отступят. У нас на карте изображен четырехлистный клевер. И если помните, то считается, что когда 4 листочка у клевера, он приносит счастье. Он тогда какой-то особенный. И вот здесь нам, как возможно, прибыль, да, если мы говорим, что такое прибыль, это все равно где-то благополучие. Это самое главное, конец какой-то черной полосы, это осуществление нашей мечты и наших надежд. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.